Добрый вечер. Сегодня спонтанный эфир, вернее, я его объявила спонтанно, и события, которые были вчера, а именно игра в Лилу, очень меня, как скажем так, контузила, такое слово, наверное, подходящее, она меня очень сильно впечатлила. Я просто забыла вчера еще анонсировать, но верю, что это нам не помеха, не преграда. И опять же, эфир я сохраню. Эфир на очень важную, очень сильную, животрепещущую тему, на которую, я не то что не решалась, но собиралась, что ли. И поскольку я человек порывов, я ждала, пока случится вот тот самый вот прям порыв. И тема нашего эфира — гуру, наставник, мастер, садгуру. И я буду не одна, со мной будет уже полюбившаяся вам, и как вы ее уже называете, Анджани Ма. Это моя очень близкая, она и сестра, и мать духовная, и подруга, и многое. Это тот случай, когда человека встречаешь и думаешь, ну все, сколько тысяч жизней, не знаю сколько, какое-то невероятное родство. Сейчас я посмотрю, подключилась ли моя Анджани. Если да. Нет, я ее не вижу. Анджани, вот, все, я отправила. И она подключится. Да, эфир сохранится, он будет длиться до 21 часа. Нам нужно успеть все это уложить, у нас времени не так много для такой обширной темы. В общем, их 2 дней бы не хватило. Родная, здравствуй, Джай Гурудев, любимая. Димочка, Джай Гурудев, моя радость. Как ты, все ли хорошо? Видно? Отлично. Тебя видно, слышно. Сейчас единственное, я попрошу наших зрителей, ребята дорогие, напишите, пожалуйста, все ли видно, все ли слышно, нет ли сбоев, потому что я сейчас выключу комментарии, и нас понесет. Так, ну что, давайте, дайте, пожалуйста, обратную связь. Все хорошо. Окей. Ребят, любимые, у нас обязательно будет время для вопросов-ответов. Это будет в конце, и в конце будет медитация. Вот сейчас только что мы с Анджани так кратко проговорили, да, как будем простраивать эфир. Мне прям так взорвалось внутри, что это должна быть медитация на гуру. Именно на гуру, и она тоже будет спонтанная. Она будет в конце, дождитесь ее обязательно. Эта тема актуальна для всех, кто ищет мастера, ищет наставника. Для тех, кто и не ищет, но интересуется. Для тех, кто и не ищет, и не интересуется, но просто из любопытства заглянул. И, конечно, для тех, кто уже встретил, чтобы глубже пойти в это. Может быть, для тех, кто встретилась с гуру уже в такой связи, контакте, может, вам и не нужно все это. Но знаете, никогда не лишне вдохновиться, никогда не лишне вспомнить еще раз о том, кто же такой гуру, что же это за величина, что же это за явление. Лично я 9 лет спустя встречи с мастером каждый раз со слезами и с благодарностью воспринимаю ситуации людей, книги, которые напоминают, кто такой гуру, что вообще за ценность, что за явление гуру. Итак, любимая моя Анджани, я передаю тебе слово и задаю вопрос, который от нас, от всех. Ты старше, ты знаешь больше, ты искала учителя гораздо дольше, чем и я, и мы все, наверное, и до встречи с ним ты прожила удивительную, интересную, яркую жизнь. Расскажи, пожалуйста, кто такой гуру? Что это за значение слова гуру, тоже объясни нам, пожалуйста. Дорогие и любимые, приветствую вас всех сегодня. Те, кто пришли сегодня на эфир и прослушают нас от начала до конца, получат те знания, которые нам, кстати, не принадлежат. Они принадлежат, эти знания, нисходящие знания, принадлежат мудрецам, принадлежат гуру,
и правильный вопрос, который Сати задает, понимание того, кто такой гуру. Гуру – это мудрец. Поэтому мудрец в высших своих проявлениях, мудрец тот, который приходит сюда и служит всем тем ищущим, ищущим истину, ищущим свою истинную природу, ищущим истинные знания. И для тех, кто ищет, всегда двери открываются, чтобы прийти и получить истинные знания и правильное поведение, и правильное видение жизни. Потому что для этого нужно предположить, что мы ошибаемся, мы имеем право ошибаться. Мы ведь в школе находимся, и позиция ученика, если человек ставит себя на эту позицию, она предполагает, что нужен обязательно духовный наставник. То есть понимание гуру краткое – это духовный наставник для тех, кто идет путем духовным, осознанным, и он приносит помощь нам через истинные знания. Так кратко скажем. Гуру – это также на санскрите, самом древнем языке на этой планете, тот, кто снимает завесу с наших глаз. Значит, завеса есть. Когда мы это понимаем, у нас есть смиренное пожелание освободиться от этой завесы. Вот тогда поиск начинается. Именно того, духовнее, более продвинутый, чем... Ну, вот в двух словах это так. А сегодняшний эфир, да, мы решили остановиться на 2 часах огромной темы, потому что тема эта настолько огромная, и мы можем говорить о ней гораздо больше. Поэтому те, кто заинтересован, конечно же, мы с радостью поделимся. А те, кто критикует, то, конечно, мы можем вам сказать, может быть, не тратить время на то, чтобы критиковать. Мы ищущие все, и поэтому тот, кто желает искать мудреца, тот его найдет на физическом или на тонком плане. Вот такой краткий ответ по кто такой гуру. Спасибо, родная. Еще я добавлю в самом значении слова гуру, которое состоит из 2 слогов. Гуру. Гу — это темный или тьма, а ру — это свет. То есть гуру — это тот, кто темноту невежества, пелену невежества снимает светом знания. И вот мантра, которая идет в Шри Гуру Гита, есть такое учение из Сканда Пуран. Да, да, у меня тоже лежит здесь. Сегодня, кстати, еще и четверг, день гуру. Оранжевый цвет я подобрала платье, чтобы было оранжево-коралловое. Я желтый цвет. В день Юпитера, в день гуру, очень благоприятный. Родная, ты зависла. Ай, отвисла. Так вот, в Шри Гуру Гита одна из шлок, которую мы обычно перед каждым сатсангом повторяем, и я предлагаю нам ее с тобой спеть, эту шлоку. Ом агнянати мирандасья гьяна джана шалакая чакшурун милитам йена тасмай Шри Гураве намаха. То есть я преклоняюсь перед тем гуру, кто снимает пелену невежества с моих глаз, кто дарует мне знание и мудрость. И в этой книге, конечно, каждая шлока, каждое четверостишее это сокровище. Мы не будем сильно углубляться, это же не семинар по Гуру Гите, хотя, кто знает, мы некомпетентны, да, этот семинар провести, во всяком случае, мы не готовились к этому вот так. Конечно, мы читаем, это у нас настольная книга. Просто что я, что Анджани, живя активно в связке, да, в контакте, в коннекте с гуру, и наша жизнь обусловлена и выстроена этой связью с гуру, и много вопросов было от вас же. Ну, а что, расскажите про учителя, расскажите про учителя. Я долго собиралась с этим, и, наверное, сейчас вот такой вызревший плод, я верю, что он таковой, и мы его вам предоставляем. Так что вкушайте, наслаждайтесь. Следующий вопрос, родная. Вот
мы знаем значение, да, этого слова, что это тот самый наставник. И вот вопрос, у каждого ли человека есть гуру? Каждому ли человеку нужен гуру? Потому что, поясню, современные люди, то, как я вижу и слышу, часто говорят, мне не нужен учитель, я напрямую там получаю мудрость или знания, или я и сам умный, или я и сам мудрый, или у меня много гуру вообще-то, или разные вариации, что все это достойно, да, уважения, потому что каждый человек достоин уважения, и его точка зрения над всем этим. Потому что все, что я сейчас тебе перечислила, это мнение или размышления людей. Но истина, она одна. И какова она? Что же, если говорить о поисках истины, то ведь если мы смотрим на все традиции всего мира, те, кто осознанно ищут мудрость, ищут истину одну. Ведь все традиции духовные помогают человеку найти свою истинную природу. Что же такое истинная природа человека? Если мы задаем такой вопрос, то путешествие наше началось. И я думаю, что более конкретно поможет вот приблизиться к пониманию, для чего гуру, почему гуру, быть может, взгляд через астропсихологию. Потому что в России, как нигде, хочу подчеркнуть это, что русскоговорящие люди, они гораздо более идут в глубину поисков этой истины. И так как я 30 лет вдали от России и наблюдаю со стороны наблюдателем, будучи, я вижу и уважаю безмерно поиски всех людей на Земле. Но хочу вам сказать, что поиски русскоговорящих и русских людей, они гораздо более глубинные. Поиск истины, он нужен душе, а гуру, мудрец доносит до нас, что вначале мы душа, атма, мы изначально это искра, и мы это божественное сознание, которое временно проходит свои опыты в материальном мире. Даже это знание, чтобы эта искра хоть чуть-чуть вспыхнула, нужно же, чтобы кто-то нам нашептал. Взаимоотношения с гуру есть у всех на уровне души. И если в течение путешествий из жизни в жизнь у человека просыпается это желание быть на встрече с самим собою, то есть поиск истины заключается в встрече с самим собой. Вопрос главный, кто я? Когда человек задает этот вопрос во Вселенную, приходят ответы через каждого человека. В книге «Две жизни» мы знаем, никто тебе не друг, никто тебе не враг. Каждый человек учитель. Да, безусловно. Но когда есть, исходя из зрелости поисков, желание найти кто-то, кто четко может тебе указать путь к этой встрече со своей божественностью, вот тогда появляется осознанное желание иметь учителя, гуру. А так, безусловно, гуру есть у всех, ведь мы душа. Но желание встретиться – это уже первый позыв, а возможность встретиться с ним в какой-то жизни это бывает огромный подарок, когда мы находимся в человеческом теле, и мы встречаем учителя, и он тоже в теле. Так как бывает огромное количество опытов жизненных, когда человек приходит, он ищет, все ищут Бога на самом деле, а Бог-то находится внутри нас. Так кто же нам может подсказать? Мудрецы приходят и подсказывают. Но встреча на физическом плане, она зависит от некоторых факторов. Да, мы найдем ответы в астропсихологической карте человека. И в нумерологии... Родная, да, прости, я тебя перебью. Мне вспомнилось вчера, просто это очень свежо. Вчера я играла в игру Лила, в которую ты тоже не так давно, с Омкаром, замечательный, конечно, проводник, исключительный. И такую он зачитал мысль. Одна девочка уже несколько раз подряд, ей выпадала клетка встречи с учителем.
В конце концов, она почти в слезах говорит: ну кто такой учитель? Что это за учитель? Где мне его встретить? У меня вообще нет никакого учителя. А я наблюдаю со стороны, думаю, что он ответит. И он зачитывает такую мысль. Учитель всегда знает, в каком положении, в каком состоянии, на каком уровне находится ученик. И он ждет готовности ученика для встречи. У каждого человека есть учитель, и никто не оставлен на этой земле без внимания учителя. Абсолютно. Даже если физически встреча невозможна, незримо мастер всегда присутствует, и через других людей, даже через любую травинку, он подсказывает и направляет, незримо держа руку своего ученика. Казалось бы, я все это знаю, но я расплакалась от красоты. И еще раз мне было напомнено, и я расплакалась. Ну как же это красиво, что никто не оставлен, что мы не брошены, что даже те, которые говорят и думают, что ну, у меня нет учителя, или мне не положено, или я и без учителя молодец, даже они все, и у них есть учитель, просто он вот так вот проявляет себя, давая максимально возможности для самостоятельного, наверное, проявления или движения. Это же тоже большая любовь и доверие от учителя, когда он дает тебе состояние, что да, вообще, ну, мне самому надо вот копать, мне никто не помощник. И тоже на вопросы как-то в начале встреч, много лет назад я задала Гуруджи этот вопрос. Почему некоторые люди даже не задаются этим вопросом? Некоторые просто умирают, как хотят найти, и не встречают. Он говорит, это определяется прошлыми жизнями, это определяется опытом и кармической картиной, с которой человек пришел. И вот ты сейчас заговорила про астропсихологию или же, да, ну, скажем так, про гороскоп или астрологию. Расскажи, родная, что планета Юпитер, который символизирует гуру, за что отвечает эта планета в гороскопе человека? Ты как ведический астролог, нумеролог, вернее, ведический нумеролог, как никто лучше расскажешь, за что, за какие позиции в жизни отвечает, когда эта планета плохо стоит, что происходит, или когда хорошо стоит, какие блага дает эта планета? Это очень-очень интересная тема, потому что я понимаю, что не все заинтересованы иметь гороскоп и видение себя под углом, как влияют планеты, которые где-то там на мою судьбу, на мою жизнь. Влияют еще как. И опять же, если мы чувствуем Солнце и Луну, то остальные планеты, знаем мы или не знаем, хотим мы или не хотим, они влияют на нашу жизнь, на наше функционирование и на нашу судьбу. Так вот, ты правильно сказала, все дается по готовности. И эта зрелость, готовность в каком плане? Зрелость. Когда захочется так дойти Господа, когда хочется так найти учителя, когда вот если закрыть нос и рот, и невозможно будет дышать, а захочется так жить. Вот такое огромное, великое желание, когда ты кричишь во Вселенную: помоги, Господь. Но для этого иногда нужно так низко упасть в своих страданиях, в своих непониманиях, в своем невежестве. Ведь гуру тот, кто снимает это невежество светом знаний. И вот тогда иногда нужно, чтобы была крайняя точка пожелания встречи. Тогда встреча может произойти, безусловно. Но все определяется вот этими сочетаниями планет, с которыми мы взаимодействовали в жизни каждого дня. И в астрологической, нумерологической карте видно, когда есть сильная позиция Юпитера, то, безусловно, это нам подарок огромный, потому что Юпитер, планета, она самая большая, самая тяжелая. Юпитер переводится на санскрит, у него два имени, Брихаспати или Гуру. Откуда само слово взялось? Это планета, это божественный аспект Господа, который приходит и обучает божественным правилам, потому что, может быть, мы предположим, что мы не знаем этих правил. Так вот, по готовности, по зрелости мы видим это. Астропсихология показывает, что если Юпитер стоит в карте
благостно, то у нас более благостная жизнь. Что значит благостная жизнь? Да, она более удачливая, потому что Юпитер – это показатель кармы, общей судьбы человека. Его влияние затрагивает все сферы жизни. И супружество, и деньги, и благосостояние общее. Какую сферу мы не дотронулись, там везде как остов. Вот это прямо конкретная ось внутренние силы, веры человека, знаний человека, правильного морального поведения. Вот, наверное, в наше время мало кто об этом задумывается, кроме тех людей, которые находятся на духовном пути. Но Юпитер на самом деле, он и в сфере потомства, какие дети придут, с каким человеком я встречусь, благостный или неблагостный будет наш союз. Придут ли потом благостные детки? А ведь все хотят счастья от детей. А детки-то приходят тоже по положению Юпитера в нашей карте. И это отношения с родителями, это отношения с людьми вокруг нас. То есть куда мы не глядим, не посмотрим, только кругом одни отношения. И как мы в этих отношениях понимаем людей, как нас понимают. Юпитер относится к центру коммуникации, выражения себя через различные возможности творческие человека. То есть характер человека под влиянием Юпитера может быть или очень благостным, но для этого тоже нужно поработать, чтобы была определенная зрелость уже души. Это определенная работа уже в тех жизнях, что мы работали над собой, над своим характером. И покровительство старших, оно незаменимо. Считается в священных писаниях, что без покровительства старших и духовного наставника человеку сложно пройти свой путь. Потому что мы имеем право делать ошибки, человек это абсолютно нормальное качество, что падают все на свои грабли. Но можно падать, в старину говорили, нужно 7 раз в одну яму упади, 7 раз отрежь. Да в 700 раз люди падают в одни и те же ямы, грабли и ничего не понимают. И когда есть зрелость, наработанная в других жизнях, что, быть может, я вижу, что-то у меня, говорят, красота в глазах смотрящего, а может быть, очки-то надо протереть просто, но сам человек не догадывается, что у него эти очки из огромного количества состоят слоев тяжелой невидимой кармы. И исходя из того, что мы видим мир через наши очки, если мы достаточно зрелые, то приходит мудрец и помогает нам и протирать очки светом знаний, и протирать наше видение самих себя, потому что мы не видим себя, и видим себя под определенным углом. У нас много иллюзий. Вот мы пришли к тому, что гуру убирает майю, иллюзию, невежество и привязок человека к определенным невежественным постулатам, но люди не хотят даже отрываться от того, что они получили знания. Человек приходит с багажом из других жизней, и у него есть определенные схемы восприятия жизни. Самскар – это наше впечатление ума. Васан, так называемое санскритское тоже слово, тенденции себя вести, то есть это наш характер. Поэтому, когда есть смирение и желание, понимание по зрелости души, духовная зрелость, что нужен наставник, то это действительно прорыв. Потому что в ведических знаниях считается, что Юпитер – это планета удачи во всех сферах. Во всех сферах. Когда мы встречаем учителя, он нам помогает и протереть очки, и освободиться. Вот новый приходит глагол. Тот, кто освобождает. Освобождает от чего? Освобождает от наших упертых, иллюзорных, невежественных убеждений, что нам не нужен мудрец, что мы тут мудрее всех. А чем тут попахивает? Гордыня. Гордыня, как учителя говорят, это первая закрытая дверь, тяжелая дверь, для того, чтобы человек встретился с Господом у себя в душе.
Поэтому смирение – это качество уже мудрых. Поэтому, если у нас есть хоть чуть-чуточку смирения, и мы прощаем, понимаем, что у нас масса и тьмы, и невежества, но что мы через тернии идем к звездам, что нам необходим этот наставник, да, тогда удача начинает, я вам хочу сказать, преследовать нас повсюду. Вот такое слово. Потому что это духовный, это показатель морального здоровья человека. Еще раз, тело духовный, сила веры. Юпитер хороший, да? Потому что веру нельзя потрогать, а хорошая позиция Юпитера дает силу веру. И помогает пройти через огромное количество испытаний. Они были, есть и будут. Но силой учителя, с его поддержкой, с новым видением, очки-то начинают проясняться, иначе реально выглядит. Уже есть понимание, что в себе есть много, что еще очищать. А великая гордыня, духовная гордыня говорит, у меня все в порядке, да пусть другие там куда-то что-то бегают, кому-то поклоняются. Освобождение от эго нам под силу это. Мы можем сделать огромное количество опытов, и ищущий во всех своих опытах пытается освободиться от чего? От того, что ему мешает быть тем, кто мы есть изначально, этим светом. Мешает что нам? Ложное я, ложное эго. Это и есть иллюзия майя. Эта энергия токсична, она опасна, я бы даже сказала. Это та сила, привязка к земным наслаждениям, и это и есть великое невежество. Мы же, наше земное происхождение временное, тело временное. И мы падаем сюда, на землю, из-за этой силы майя, иллюзия и наша убежденность, что это именно так, что надо наслаждаться всем тем, что пройдет. Учитель-мудрец возвращает нас, спасает нас от этих абсолютно ложных убеждений. Он помогает в процессе вознесения, сейчас идет процесс вознесения человеческого сознания. Идет общая могучая коллективная инициация. Идет возвращение тем, кто ищет наилучших наших качеств. Но по вере нам наше и дается. Те, кто не верит, что есть кто-то, кто поможет нам освободиться, что есть кто-то спаситель. Хотя, смотрите, в христианстве Христа называют спасителем. Почему он спаситель? От чего это он спасает людей? От От того невежества. ложного я, от невежества, от ложных убеждений. Но люди в огромной невежества, это их счастье, они абсолютно убеждены, что там какие-то сумасшедшие, что-то там ищут, что-то им там надо. Ведь вкус, к счастью, мудрец помогает нам изменить. И все те привязки, и наши абсолютно ложные убеждения, что счастье то, что мы думаем, а оно закончится, если это все связано с материальным миром. Мудрец помогает нам помнить о наших корнях истинных, не тех, которые привязали нас сюда, и мы учимся здесь. Сколько жизней, сколько можно. На земле будет все время одно и то же. Человек приходит, проходит свой опыт, одно и то же, и опять то, что мы называем смертью, уходит, там идет переоценка ценностей, у него забирают все знания, он опять падает. Из-за чего? Из-за того, что так заземлился к этим невежественным вкусам. И мудрецы говорят, ну, приходит мудрец, он покажет тебе твою истинную природу, твои истинные корни, откуда мы на самом деле пришли. Он показывает смысл жизни. А считается, что сильный Юпитер – это именно тот человек, который задает вопрос, какой мой смысл жизни, моего существования. И вот тогда, когда этот глубокий вопрос приходит просто в голову человека, Юпитер или гуру на внешнем плане, наставник, помогает этот вкус культивировать и укрепляться помогает нам спасаться от наших собственных ложных убеждений, поверхностных, невежественных, заставляющих страдать, потому что мы к тому, что уйдет. Да, родная, мне, знаешь, вспомнилось, как часто говорит наш учитель, такую фразу, что многим людям проще найти эфемерного учителя, которого
нет в теле. Ну, как бы кто, некто, какой-то мудрец, который жил и уже, возможно, давно ушел, ибо это удобно. Удобно тем, что человек не, как сказать, гуру не даст ему подзатыльника, когда нужно, потому что гуру это вот слово, да, значение ты назвала, тяжелый. Гуру тяжелый, гуру вообще непростой. И часто наш учитель Санджани говорит так: если вы взяли прибежище, есть такое понятие, прям вот оно, эта фраза звучит так, в переводе с санскрита, из священных древних писаний, что прибежище у стоп гуру. Если вы взяли это прибежище, приняли это прибежище, да, почему говорится слово прибежище? Потому что считается, что вот этот безумный океан жизни, океан самсары, иллюзий, эго, вот этого всего, что в этом потонуть, расплюнуть. И так и есть. Мы уже много-много миллионов жизней возвращались, тонули, возвращались. И что прибежище у стоп-гуру — это тот спасительный круг, спасательный круг, который удержит. И вот он говорит, наш учитель Гуруджи, что, взяв прибежище у стоп-гуру, будьте готовы, что это будет тяжело. Тяжело, потому что гуру будет испытывать, потому что гуру будет крошить ваше эго, вашу гордыню, ваши иллюзии, а это всегда пипец как больно. Это всегда так неприятно, это всегда вызывает такое сопротивление. Это моменты, когда многие так называемые ученики отваливаются. Лично я все эти годы, наблюдая за тем, как некоторые не выдерживают испытаний, я молюсь об одном: чтобы какое бы ни пришло испытание, я смогла через него пройти. Что называется, если не выстоять, то хотя бы вылежать, лежать хотя бы. То есть в направлении того, чтобы... Да, даже вот в направлении того, чтобы лечь и лежать в эту сторону. То есть если даже не бравым, там, не знаю, солдатом. То есть это то, как гуру действует. Он никогда не скажет вот этих сладких уси-пуси слов, которых человеку хочется услышать. То есть тут такой момент сегодня, когда люди могут прийти к какому-то ментору, коучеру, заплатить ему, и часто этот человек будет говорить то, что вы хотите услышать. Часто он будет... Да, он будет удобный. Он будет удобный, потому что он за это получает... Он за это получает деньги, у него есть определенная задача, там, вдохновить, накачать и так далее, отработать свой отрезок времени, свой гонорар или договоренность, и потом уходит в освояси. Гуру, если это сат-гуру, который ведет человека на протяжении всех жизней, не каких-то там нескольких, а всех жизней. Однажды я спросила учителя, потому что я вначале как ребенок задавала вопросы: а когда начались наши отношения? Когда ты начал меня вести, заботиться обо мне и направлять меня? Он сказал, по-английски это звучало так, и до сих пор вспоминаю, меня бросает в дрожь: from the beginning of beginning, с самого начала времен. То есть, вы представляете, как это... Я расплакалась в этот момент, что такая, правда. И он рассмеялся и сказал: ну, не каждую твою жизнь мы с тобой встречались, потому что если вы тупите, гуру не обязан столько раз воплощаться, сколько и вы. И он рассмеялся. Да, очень важный момент, дорогая. Как подарок. Вот сейчас ты сказала, и да, что ты задавала вопросы. Но хороший Юпитер — это надо задавать вопросы. Это умение задавать вопросы. Потому что вопросы — это тот момент, что мы растем благодаря тому, как дети малые, при учителе, который становится отец, мать, родной отец, родная мать, и встреча с ним, садгуру, тот, который тебя... меня, да, каждую душу ведет сквозь века, вот это духовное родство, еще раз думайтесь, духовное родство. Мы все ищем этого духовного родства, осознанно или неосознанно. Мы не всегда его получаем в семьях. В семьях мы карму отрабатываем. И поэтому, когда учитель нас пробуждает и говорит: а всегда ли были ваши? Сколько было матерей? Сколько у вас было отцов?
у вас было детей, что вы так к этому привязались, и к боли, и к драме. Надо иметь, когда мы атма, наблюдатель, в первую очередь мы атма, потом мы уже все остальное. Он нас все время пробуждает, мы забываем в этом человеческом облике, кто мы изначально. Так вот, в семье мы отрабатываем карму непростую. Есть, конечно, и подарки, но не всегда, потому что надо понимать, что внутри, так как мы ищем духовного родства. И как же больно, потому что мы еще пока люди-человеки, мы еще, когда мы не получаем этого духовного родства, этого духовного понимания, и вот эта встреча души со своим садгуру, это дает величайшую радость, потому что Юпитер благости – это очень радостная планета. И вот эта встреча с ликованием души – это глубинное, которое не проходило, оно не проходит. Оно может пройти влюбленность, но встреча души со своим садгуру – это духовная наполненность, это сумасшедшая радость и ликование духовного родства. Позволь, я расскажу свои воспоминания, впечатления первых встреч и первых соприкосновений с гуру. Это было 9 лет назад. Первый раз я его увидела, мне подарили его фотокарточку. И одна девочка мне сказала: ты знаешь, это реализованный мастер, это богореализованный мастер. Я, конечно же, понятия не имела, что это значит. И он говорит: положи эту карточку к себе в кошелек, либо в паспорт, и каждый раз, когда ты будешь хотеть, вот, ну, чего-то, будет плохо, грустно, одиноко, доставай и разговаривай с ним. Я думаю, вот чудная, буду я еще разговаривать. Хотя я на тот момент уже у меня был очень сильный такой внутренний запрос про гуру, я собиралась ехать в Индию, попутешествовать и найти там гуру. Я точно знала, я чувствовала, что мой гуру, мой наставник — это кто-то, связанный с традицией индуизма, Индии и так далее. Но, тем не менее, я карточку сохранила. Затем мне прислали Марина Мизбах, теперь моя сосношница, мы с ней уже жены 2 братьев, это отдельная история. Она прислала мне ссылку, говорит: ты знаешь, вот будет даршан. Даршан — это такие события, где где к гуру могут прийти все, это абсолютно свободное, открытое, доступное мероприятие, и он лично, тет-а-тет, глядя в глаза, каждому дает благословение. Это так же, как прийти в храм к чудотворной иконе. Почему люди туда ходят? Чтобы получить даршан. Просто на санскрите это звучит так. На русском языке это получить благословение, приложиться или, не знаю, к иконе, мощам и так далее. Это примерно так. Но тут живой святой, живой мастер. И она мне присылает ссылку, где учитель дает даршан. Тогда он еще клал руку на голову и еще вот здесь в 3-й глаз вот так вот пальчиком делал. Так вот, я смотрю на этот ролик, смотрю на него, и у меня начинает внутри теплеть. Теплеть, и что-то такое происходить. И я очень неожиданно для себя воскликнула: он как мама. То есть это было первое, он как мама. А потом, через несколько минут этого ролика, нет, он как папа, такой как защитник, какая-то в нем сила, как папа. А потом вообще какая-то другая краска, какого-то такого мистического, божественного, небесного возлюбленного. Это все, глядя на ролик, они не были сильно яркими, это были очень глубокие, очень тонкие, как невидимая шелковая нить, вот такое оно было. Ты знаешь, оно как будто легким невидимым ветерком, вот такие чувства менялись. Я была, честно... И ощущает этими тонкими, возвышенными вибрациями, душа так и дышит, и насыщается, только душа может нам правильно, сердце может подсказать. И я здесь хочу спеть мантру, которая есть тоже в Гуру-гите. Вернее, эта мантра, она и помимо Гуру, она, по-моему, не из Гуру-гиты. Твамева матача пита твамева, что значит... Давайте я сначала
расскажу ее значение, потом спою. Твамева матача, пита твамева. Ты есть мой отец и моя мать. Твамева бандушча сакха твамева. Ты есть тот, кто символизирует все связи, все дружественные связи. Ты есть мой лучший друг. Твамева видят дравинам твамева. Ты есть все знания и все богатства мира для меня. Это относится, конечно, как и к Богу, так и к гуру, потому что гуру — это тот, кто открывает двери к Богу, это тот, без которого... Но мы об этом еще поговорим. А пока мантра... Спой эту сладкую Да, с мантру. радостью. Она во всех храмах индийских звучит в самом конце. Она не просто так, как заключение, как заключительный могучий аккорд всегда звучит, и она всегда дает мурашки и всегда дает тепло на сердце. Спой, родная. Твамева мата чапита твамева, твамева бандуш часака твамева. Tvameva vidya dravinam tvameva, tvameva sarvam mama deva deva, tvameva mata chapita tvameva, tvameva bandhush chasaka tvameva, tvameva vidya dravinam tvameva. Tvameva sarvam mama deva deva, tvameva mata chapita tvameva, tvameva bandhushcha sakha tvameva, tvameva vidya dravinam tvameva, tvameva sarvam mama deva deva. Tvameva sarvam mama deva deva. Спасибо, моя любимушка. Вот эту сладость духовного, ну, словами не выразишь, а пением мантры можно выразить так, что от сердца, от души к душе можно дотронуться, затронуть самые высокие, самые тонкие струны души через мантру. Как тут не сказать, что хороший Юпитер, о чем говорят древние мудрецы, древние гуру, они говорили, что ключ к возвышенному пути человеку и ключ, который открывает закрытые двери к хорошему внутреннему мудрецу гуру, нужно петь имена Господа. Нужно петь звук, который дотрагивается и пробуждает душу, может пробудить то, что просто слова или книга не могут затронуть. Известно, что помощь людям, которые ищут гуру, ведические писания говорят: слушайте голос мудреца, потому что голос может идти во врата сознания. Умение слушать и слышать — это тоже хороший. Вы знаете, часто люди говорят в общении и перебивают другого. Да, терпение — это тоже показатель слабого гуру. Самый слабый гуру — это у людей, которые говорят, что поиск гуру не нужен, все это полный бред. Это гуру в невежестве. Там нет желания искать знания, нет желания обучаться, нет желания возвысить себя над самим собою. Эту победу, потому что часто показывают гуру, который стрелу вот такую, да, стрелой метит куда-то в цель. Значит, цель попасть душе, встретиться с Господом, встреча с самим собой, осознать в себе Бога. Те, кто этого не желает, это неинтересно. Но когда мы поем, мудрецы сказали, что в эту эпоху раздоров, невежества, претензий, то есть когда майя, иллюзия, ложное я обладает, и люди используют, я показываю часто на горло, потому что тело человека — это карта,
И там, где у нас есть центры, энергетические чакры, есть и планеты. Планета Гуру, ее сила находится на горловом центре и на Вишудхе. Поэтому, когда этот центр, Юпитер, Вишудха, она в два направления работает. То, что мы кладем в тело, поэтому гуру дает знания о том, какое питание должно быть. И мы говорили об этом не раз, что в аюрведе питание, что мы положили внутрь, как мы накормили нашего внутреннего мудреца. Ведь истинный гуру хочет свободы нашей. Он хочет, чтобы наш внутренний гуру, наш Юпитер рос через что? Через правильное употребление этого центра. Внутрь какое питание я кладу, скажи мне, что я ем, что ты ешь, и я скажу, кто ты. Поэтому мудрецы едят всегда только возвышенную благостную пищу, это вопрос энергии, и что они закладывают в свое тело, которое есть храм, они туда закладывают только, скажем так, высоковибрационную пищу, благостную. И также хороший гуру имеет понимание, что можно уметь и промолчать. Вот мы с тобой говорим, потом помолчим, чтобы этот центр он находил какой-то свой баланс. Когда бесполезная болтовня, грубая болтовня, оскорбление кого-то через центр, который считается возвышенной частью человека, он уже связывает человека с высшими его проявлениями, с одухотворением. И когда вместо того, чтобы использовать центр по назначению, люди плохим в карте Юпитером используют для матерного, 10-этажный мат – это очень плохой гуру. Уже сейчас даже квантовые физики говорят о том, что слово, да, может, одним словом можно мир осветлить, свой и других. И также словом можно убить наповал. И 7 поколений наших предков и наших потомков от 10-этажного мата конкретно страдают, и мы занижаем свой собственный гуру. Речь, красивые коммуникации, старину обучали тех, кто хотел ораторскому искусству, уметь красиво себя выразить. Поэтому могучий русский мат – это тоже могучая сила разрушения. Но просто знайте, что это разрушает. Бумеранг, закон бумеранга, все возвращается к нам и возвращается на клеточном уровне, также и в наше тело, а мы связаны. Помните, вначале я сказала, Юпитер, вообще это ось, он связан со всеми областями. И мы как соединяющиеся сосуды связаны с членами нашей семьи. А члены нашей семьи – это карма рода. И последние годы, меньше на Западе, в России очень много, есть родовые практики, очищение рода. Атма-йога дана могучими мудрецами и нашим учителям для очищения и нас, нашей кармы, и кармы рода. Поэтому Юпитер, на понимание, как я себя в этот мир несу, можно выразить себя вот такой красотой божественной, когда ты пела нам мантру, и когда ты поешь, какое количество людей затронуто этой энергией высокого гуру. Потому что внутренний гуру у человека начинает отзываться, откликаться. И это возвышенная наша часть у всех. И поэтому по невежеству, когда люди по привычке, на автомате, а просто для острого словца начинают употреблять 10-этажный мат, то это гораздо больше эхо, кармические отзывы, нежели мы можем представить. Поэтому мудрецы сказали, пойте имена Бога. В эту эпоху невежества, ну, как бы все падают на одни и те же грабли, на многие, но можно, никогда не поздно себя менять, себя трансформировать. Для этого мы здесь и находимся. Хочу показать фотографию Гуруджи. Видите, он тоже одет здесь в желтой одежды. И город Бенарес, город всех святых, один из самых, или Варанаси, город, где можно встретить святых вот в этой одежде. Он благословляет, гуру благословляет, учитель благословляет тех, кто приходит к нему за этой просьбой смиренной, свои плохие качества
изменить, внутренняя такая алхимия духовная, что человеку самому не так легко сделать свой негатив. Но есть у всех у нас на алхимию, на лучшие человеческие качества, а потом и на божественные. И еще я хотела сказать момент волшебного проявления даршанов. Ты сказала, когда тебе дали просто фотографию, а это не просто фотографию, когда идет вспоминание, когда вдруг душа начинает вспоминать через все эти огромное количество завязанных, вот эти глаза завязанные невежеством, нашим опытом и привязками к земным впечатлениям, мы забываем, что у нас есть запрос до прихода сюда. Конечно, у души есть запрос пройти этого каждого воплощения наилучшим образом. Для этого у нас есть на невидимом плане наши световые наставники, ангелы. И ты правильно сказала, легче, конечно же, обращаться к кому-то невидимому. Я, так как даю на своих консультациях по ведической нумерологии, рассчитываю также и 3 ангелов световых наставников, это не заменяет никоим образом ту мощь, ту помощь, ту поддержку, которую дает живой гуру. Это помощь, бейсики. А гуру — это катализатор тьмы, нижней части человека, проявления в его человеческую, а потом божественную. Волшебство даршана. Можно просто посмотреть фотографию, и что-то уже откликнется, как откликнулось тебе. Да? Да. А когда идет живой даршан или онлайн-даршан, который сейчас Гуруджи говорит, дает, Да. извиняюсь, мощь энергии, потому что для энергии нет расстояния. Конечно же, когда мы находимся на маленьком расстоянии, и сейчас из-за ситуации, уважая законы, гуру-мудрец, он уважает законы. Он уважает законы, сейчас он не дотрагивается до человека, но взгляд через фотографию онлайн или же живьем, если есть такая возможность получить благословение мастера, то за этим кроется огромный резерв, который начинает у человека открываться. Потому что гуру на даршане, из-за того, что он не простой человек, я сейчас говорю о всех святых, о тех, кто помогает людям возвыситься, это не простые люди. Не надо путать, что это какой-то человек или какая-то гадалка сидит там и на кофейной гуще гадает. Я дам сегодня вам понять, кто такой мудрец-гуру, почему он считается в священных писаниях представителем Бога на земле. В санскрите такое слово и калагия, где 3 — это 3, кал — это время. Время, прошлое, настоящее и будущее. 3. Юпитер в нумерологии это тоже число 3. И 3 калагия, 3 время. Да? Гьян, знать. Он знает прошлое, он знает будущее, и он знает твое настоящее и каждую твою мысль. Это высочайший мудрец, тот, кто имеет доступ ко всем проявлениям души, ко всем проявлениям, которые мы прожили, и те, которые мы проживаем сейчас. Да. И те тенденции, которые мы сможем изменить у себя благодаря его помощи и прожить наше будущее в более благородном аспекте. Потрясающе, потрясающе вот это определение про трикалагия. Знаешь, и предупреждая вопросы, которые наверняка будут, и я уверена, этот вопрос будет, что а как узнать, а как определить, это просто там какой-то учитель, ну, хороший, мудрый человек, который, ну, много сейчас, да, людей, которые дают лекции, что-то там рассказывают, учат, поучают, и лжегуру так много, что можно с ума сойти. И есть опасность, конечно, тоже. Вот ты сказала, вот это трикалагия, и фактор для меня, да, за эти 9 лет было разное. Были, конечно, и сомнения, даже после того, как вначале мое сердце вспыхнуло, оно узнало мастера, я
Я испытала такие переживания, которые очень трудно даже описать, как сильно это был, какой катарсис, сколько было слез, и я не могла дышать просто, я не могла даже представить, как дышать без мастера. И я ехала в Германию, в ашрам, чтобы просить его принять меня в ученики. Я думала, вот если он мне откажет, я лучше умру. И мне казалось, вообще никакого смысла не имеет жизнь. Он мне не отказал, сколько же было радости. И, конечно, это... Я сейчас вспоминаю, вижу, как он, наверное, веселился в каком-то хорошем смысле, как он умилялся, да, по-отечески, что он-то знает все, он знает мое прошлое, мое настоящее и будущее. И самый для меня был и есть удивительный фактор на протяжении этих лет в общении с гуру, что он знает мои молитвы. Когда я утром сидела, делала свою практику от Макрии, когда я его представляла в медитации, что-то у него спрашивала или что-то у него просила, это была моя молитва, это было мое обращение. Спустя несколько часов я выхожу из комнаты, я встречаю его, и он мне отвечает на этот вопрос. И такие случаи неоднократные, это не только со мной. Он может отвечать на вопрос как бы невзначай, а иногда он даже говорит так. Так, согласно, что ты там у меня спрашивал в своей молитве? Вот это, ответ вот такой, такой, такой. Даже иногда вот так он это откровенно говорит. Ну, ты же спрашивал там вчера вечером. И это вынос мозга, вот этого вообще непонятно. Как? Для ума это невозможно понять. Как? То есть, ну, я понимаю, знать просто настоящее будущее, там, меня, как человека публичного, нетрудно, да, там можно там прогуглить еще что-то, это я сейчас условно, но знать то, что у меня глубоко даже не в уме, а в сердце. Каждого человека, который приходит к нему за какой-то просьбой, со своей молитвой, посмотри, что происходит сейчас, когда он трудится. Гуру приходят, истинные гуру, они, во-первых, как узнать? Им ничего для себя не нужно. Сколько людей со всего мира нашему Гуруджи предлагают какие-то вещи, это милость еще, чтобы он принял этот подарок. Или букет цветов. А иногда он не принимает от людей ни какие-то запредельные суммы, ему ничего не нужно. Гуру ничего не хочет, он здесь для служения. Это то, что нашему эго, а тем более ложному эго, который хочет все для себя, это ум, эго, карма. Поэтому здесь только душа хочет служить. Так гуру приходит только служить. Титул Парамахамса получают те гуру. Это один из, ну, таких индикаторов, скажем, да, что когда есть титул Парамахамса, то это титул чистый от кармы. Поэтому тот, кто чист от кармы, может брать чужую карму. И мы до этого тоже затрагивали этот момент. Есть гуру те, которые умеют доносить знания. Ачари, учителя, они обучают и дают знания. Но только тот, который сам чист от кармы, Хамса — это лебедь, он проплывает здесь сквозь океан этой иллюзии. А океан сейчас, ох, какой загрязненный здесь, на внешнем плане. Океан сознания всегда чистый, но чтобы дойти человеку, нужен, чтобы тот, кто познал Бога, богореализованный мастер, может привести тех, кто ищет Бога. Потому что тот гуру, что есть, тем он и делится. И поэтому прийти человеку к какому-то уровню самому можно, но ложное я, ложное эго, а это наша невежественная часть, она тормозит, она не хочет, чтобы это эго было убито. А поэтому великое служение, тот, кто нас спасает от нашего же собственного эго, ложного я, которое убеждено больше всех, что все с ним в порядке, нужно, чтобы было смирение, это освободить. Он насильно вообще ничего не делает. Ложные гуру, они сейчас, их полно. Надо посмотреть, как их ложное эго работает. Что они хотят, как они могут манипулировать. Манипуляции у ложных гуру могут быть очень тонкими. А истинный мудрец, ему для себя ничего не нужно. Он пришел сюда только все дать и отдать себя людям. Он живет для нас.
он только для смысла существования его в этом человеческом теле, и человеческие его проявления, и человеческая боль для тела, она может, так же, как Иисус, которому, когда ему пробивали руки, человеческому телу было больно. Но космический Иисус, он взял на тонком плане все грехи, животную часть людей на тот момент. Также и каждый даршан онлайн, наш учитель, он берет на тонком плане, так как три калагия, и видит, кто как заслужил по своим заслугам и пришел за просьбой, он же говорит, закройте глаза, представьте меня в третьем глазу и скажите ваши молитвы. Он слышит молитвы каждого, он видит, и это запредельно для нашего ума, мы не можем это понять, но это именно так, и во всех текстах и писаниях описано, что истинный учитель, он спаситель. Он спасает нас от того, что мы спастись сами не можем. И считывая наши просьбы, молитвы каждого, представьте на Zoom, где онлайн проходит, 1000 человек. И разве нормальный, скажем, обычный человек может, просмотрев за, может быть, 10 минут, все 1000 человек, которые смотрят на него с надеждой, со смирением, с просьбой, помоги. Иногда люди сами не знают, в чем, но хотят помощи, благословения. И в этот момент, когда он говорит, обратитесь с своими просьбами, с своими молитвами, вот в этот момент, как это возможно? Нормальному человеку это невозможно. Но Парамахамса, чистый от кармы, он не функционирует, как обычные люди. И он собирает эти все молитвы и исполняет. На его день рождения, ты помнишь, в начале лета, 13 июня, показывали на огромном экране, какое количество людей, они кричали в эфир, мы никогда не видели тебя, мы не видели тебя живьем, но какое же чудо ты нам принес через эти онлайн-даршаны. Наши молитвы были услышаны. А кто-то говорит, да сейчас, вот я сейчас попросила что-то, и у меня сейчас, когда на том концерте, когда ты осмелилась перейти через свои привязки, через суждения, через это и есть проявление ложного эго у нас на каждом шагу. И в этот момент, когда ты осмелилась, как ты осмелилась? Силой внутреннего своего мудреца, внутренний твой гуру, который растет от практики к практике, от пения к пению, от проявления этой энергии благостной, когда ты стала, осмелилась выйти через зоны комфорта много лет, и ты была успешна, пока тебя кто? Господь Бог или твой садгуру на тонком плане не остановил тебя, он помог тебе выйти на твою лучшую версию себя. Твои молитвы были услышаны. Даже тогда, когда его не было на физическом плане, три кала, знающие, что происходит теперь и сейчас с каждым из учеников. Поэтому можно посоветовать только, чтобы ходили люди записывали на даршаны, и молитвы все наши услышаны. Это на самом деле так. Те, которые искренне от сердца. А ложных гуру, они были, есть и будут, особенно последние 5000 лет, в эту эпоху невежества и манипуляций. Манипуляций много, поэтому есть различные гуру. Родная, ты знаешь, я очень хочу рассказать историю. Да, я хочу рассказать историю и затронуть такой момент. Нам надо просто чуть-чуть сокращаться, я тебя буду перебивать, хорошо? Кратко расскажу историю. Это легенда или история, которую очень любит наш учитель. Она отражает то, как мастер, придя на землю, в свою жизнь посвящает, во-первых, и глобальному служению человечества, и нахождению, собиранию по крупицам, как зернышки своих учеников. Он из них как бы собирает себе ожерелье и носит как к себе на шею. Такая есть история. Жил-был один мастер, у него были ученики, и к нему приезжали с разных концов. Это дело было в Индии, он был глубоко почитаем. Однажды он переезжал всегда, он ездил с места на место и давал даршаны, и благословения, и сатсанги. Сатсанги — это мудрые беседы, когда он отвечает на вопросы. И однажды он сказал своим ученикам: так, ребята, мы поедем через джунгли куда-то там, туда-то, в какую-то там деревню. Они говорят: Гуру Махарадж, ну это же безумие.
через эти джунгли, они опасны, там тигры, там, ну, там много чего, мы не можем пойти. Он говорит, нет, пойдем и все, я настаиваю. Не пойдете со мной, пойду один. Делать нечего, они все собрались, двинулись в путь. В джунглях, в самой гуще, как они и предполагали, выходит навстречу огромная тигрица. Огромная, страшнючая тигрица, и они все, конечно, там в ужасе. И видит такую картину. Тигр сначала рычал, оскаливался, да, тигрица и хотела было напасть. Затем она замерла и остановилась перед гуру, коснулась, да, своей мордочкой, она подползла и коснулась стоп гуру, и там же она умерла, эта тигрица, она оставила тело. Ох, у меня мурашки, аж вспоминаю. И ученики были просто поражены, они говорят, как, Гурудев, что это было? На что он сказал, все это путешествие, они много дней шли, чесали по этим джунглям, ведь все это путешествие было для того, чтобы я встретила эту свою бывшую ученицу. В какой-то из жизней она ошиблась. Поговоря по-человечески, накосячила. И была, да, и так получилось, что эволюция ее откинула назад в животное тело, потому что она ошиблась, она совершила определенную ошибку. И я знаю, что она находится здесь, в этих джунглях, пришел освободить ее. Прикосновение к стопам гуру освободило. Освободило — это значит то, что эта душа вышла, освободилась из тела животного, из тела тигра, и, возможно, сразу после этого получила рождение в человеческом теле, что является редким из явлений. Мы, представляете, какие мы все глупцы, мы не ценим жизнь. Вчера на этой игре Лила я видела, до какой степени я не ценю, пытаюсь освободиться скорее. Да мы все пытались на эту вайкунтху, на это освобождение, а между тем жизнь — это величайший дар. И как часто нам Гуруджи об этом повторяет, как часто он об этом говорит. Да, повторяет, потому что мы забываем и забываем. Мы забываем. Также я хочу напомнить, вспомнить, рассказать историю встречи Махаватара Бабаджи, да, вот буквально несколько легенд, чтобы это было не только о нашем гуру, да, потому что мы можем о нашем Гурудеве, про Махамса Вишванати говорить бесконечно. Я просто рассказываю те истории, которые, они и легенды, и живые истории. Вот, например, с Махаватаром Бабаджи и его учеником Лахири Махасаи, это никакая не легенда старинная, это все дело было, по-моему, в 20-х или 30-х годах начала 20 века, когда Бабаджи великий, вот, кстати, его фотография, она вот по ту сторону, с этой стороны у меня Гуруджи, а вот дальше это Бабаджи. Вот, да, вот Бабаджи. Так вот, история была в том, когда Бабаджи и Лахири Махасай встретились. Лахири Махасай был обычным мирянином, да, обычным человеком, он работал, у него семья, и ничего такого, как рассказывают, ничего такого не было особенного. Вдруг он по работе приезжает на север Индии, да, ближе к Гималайским горам, и как-то получилось, что он гуляет в горах, натыкается на пещеру, то ли он зашел в нее, то ли Бабаджи сам вышел. Произошла встреча. Бабаджи одним прикосновением к третьему глазу пробудил все знание, все воспоминания, их взаимоотношений на протяжении всех жизней, о том, кто он такой, зачем живет и так далее. И, конечно, он в этом катарсисе, в слезах бросился к стопам учителя и воскликнул: почему же, Гурудев, ты позволил мне столько лет прожить без тебя, без знания о тебе? Зачем весь этот спектакль был нужен? На что Бабаджи сказал: тебе по карме нужно было, тебе нужно было освободиться от определенных вещей, прожить определенные вещи. И дальше такой эпизод. Все это описано в книге «Автобиография йога». Я крайне рекомендую к прочтению эту книгу, чтобы вы хотя бы какое-то понимание, какой-то вкус получили
о том, что такое взаимоотношения гуру и ученика, учителя и ученика. И вот дальше описывается такой эпизод, для меня феноменальный, я его обожаю вспоминать, перечитывать. Бабаджи в этот момент, в этой встрече, в бесед, отводит Лахири Махасай, своего ученика, в сторону и взмахом руки материализовал перед ним небесной красоты замок, дворец. Дворец. Да, в этот дворец они пустились по этому дворцу, и Бабаджи показывает ему, там какие-то невиданные павлины, какие-то деревья, на которых растут невидимые какие-то фрукты, эти фонтаны, какие-то красавицы небесной красоты, какие-то существа. В общем, там все это как какой-то рай на земле. Это же даже больше, чем в рай в представлении. Это не вообразить, какая красота. И столько сокровищ, столько богатства. И Лахири Махасай, конечно же, в таком потрясении, он ходит и изумленно на все смотрит. И Бабаджи спрашивает: сын мой, тебе нравится? На что он говорит: да, конечно, учитель, это так красиво, я ничего подобного не видел. И Бабаджи задает вопрос: что ты выбираешь прямо сейчас? Выберешь ли ты остаться в этом замке, и он будет принадлежать тебе? Или выберешь ли ты следовать за мной, и никогда ты этого замка больше не увидишь? И выбор был сделан сразу же. Лахири Махасай сказал: конечно же, я последую за тобой, учитель. Зачем же ты даже задал мне такой вопрос? На что Бабаджи сказал фундаментальнейшую из мыслей, да, он ему передал, что дело в том, что с твоих прошлых жизней оставалось невыполненным это желание. Оно было столь сильным, что держало тебя, и тебе приходилось возвращаться вновь и вновь. Это твое заключительное желание, держащее тебя на земном плане в кармических узах. И сейчас ты был от него освобожден, сказал Бабаджи. То есть все эти истории, их много, их сотни, я могла бы пересказывать и рассказывать, но они иллюстрируют только то, что учитель приходит, чтобы нас освободить. И здесь я хочу, чтобы мы коротко поговорили о том, освободить от чего и привести к чему. Что является высшей целью учителя, чего должен достичь ученик, для чего приходит учитель, чего он от нас ожидает, к чему он нас ведет. Такой вопрос. Вопрос на засыпку. Да, называется. только сжато, кратко, у нас мало времени, чтобы мы ответили минут 10 на вопросы и дальше медитацию. Освободить от того, из-за чего человек упал. Он упал из-за своих желаний. Вот сейчас ты привела абсолютно четкий пример. Человек падает туда, к чему привязан. Земля — это как тяжелый магнит, и человек к этому магниту своими желаниями, к тому, что эфемерно. Потому что ведь Лахири Махасай увидел этот дворец, потому что ему показал вот так, да, Крия Бабаджи. А потом он также сделал, что этот замок исчез. То есть это все иллюзия, это матрица, наполненная лишь программами желаний земных. Это тюрьма. Это тюрьма, в которой душа крутится, умирает и рождается, умирает. Это колесо сансары. И освобождение от уз, от рабства, желаний земных только, которые как иллюзия будут, а потом они исчезли. В восточном есть эпосе понятие фата моргана. Идет человек в пустыне, да, и вот он видит, ему так хочется пить, ему кажется, там оазис, там так красиво, там такие замки, восточные одолиски танцуют около холодной воды ключевой. Приходит он, а фата моргана исчезла. Вот душа также приходит в это колесо, в этой иллюзии, что она получит дворцы, любовь, взаимоотношения в хорошие, и то, что материальное нас опутывает, как узами,
В священных писаниях есть четкие 3 описания. Неважно, кто, как человек живет, как мирянин, потому что Лахири Махасаев учитель, духовный учитель, гуру, и он проживал как мирянин, поэтому и мирянин может, и тот же йог, который сидит в ашраме, может иметь 3 возможности: либо прожить, быть связанным путами. Путами чего? Вот этого невежества, этих земных привязок. Либо в следующий уровень, когда он перебарывает с помощью гуру, или сам до какого-то момента, он перебарывает эти привязки, это невежество, и этот уровень называется герой. И есть 3-й уровень, туда, куда тянет садгуру, этот уровень называется святой. Неважно, где человек находится, в какой области, мирянин или в ашраме. Поэтому связанный путами – это тюрьма. Тот, кто на уровне уже святых, почему наш учитель все время говорит о других учителях, о других святых, которые своим живым примером показывают людям, куда тебе, человек, посмотри, какие у тебя есть возможности. То есть гуру от низшей нашего проявления ведет к наивысшему. Конкретно, например, в атма-крия-йоге, в технике Троица, у нас даже есть описание низшей природы человека, потом ее человеческие качества, а потом высшие. Ну, уже даже лучше не скажешь. И это все расписано в каждом опять же, там 7 смертных грехов, да, 7 низменных качеств и 7 высших божественных. Похоть у человека, гуру дает истинные знания, как ее переработать в человеческую любовь. А высшее проявление – это красота, видеть красоту Бога повсюду. Гнев – низшее проявление человека, да, как люди не могут справиться. И когда уже понимают, что с этим надо что-то делать, приходят знания, как с этим работать. А 3-я ипостась – это уже мудрость. Как к мудрости к этой прийти? Опять нужен кто-то более мудрый. Чревоугодие, следующая, более высшая ипостась – это честность, честным быть собой. Ох, как непросто. Без учителя вообще непросто быть, потому что ложное «я» рассказывает нам сказки Венского леса, ложные. И гуру дает идти в эту чистоту и в качество честности и чистоты. Качество низшей нашей природы – ревность. Сколько из отравленных, токсичных отношений из-за патологической ревности. Это низшая часть человека. Там же зависть. Это качество в английском языке, оно звучит как jealous, да, это же и ревность, и зависть там, они оба, к сожалению. Оно вместе, потому что ревность, зависть – это одно и то же. Сколько пар, где мне на консультациях люди говорят, у меня такое ощущение, что мне мой муж завидует. Завидуют не только женщины, завидуют успеху другого человека, низшее, ложное «я», завидуют не только статусу, а вот это нижнее качество, да, человеческая низшая природа, она проявляется не только зависть, что у кого-то есть дом, квартира, машина, шмотка, а даже в отношениях. То есть это низшая природа человека, она проявляется только так. Учитель есть для того, чтобы эту слабость, ее алхимии духовной сделать в другое качество терпения. А что мы видим еще в более высшую постать? Бесконечное, безграничное терпение. Посмотри на нашего учителя. Ну, мы детский сад, мы ищем знаний. Ну, сколько же у него терпения, когда у меня не хватает терпения на людей, потому что все идут с одним и тем же. Что делать? Тяжелая карма. Да тяжелая карма. А как без учителя? Да никак. Поэтому надо в себе какую-то зарубку сделать себе, что необходима эта эволюция, нам необходим мудрец. Никакой коуч не сможет нам, он сможет объяснить, что нужно было бы, да, какие разделы в жизни заполнены, они нужны, но это только интеллектуальный уровень, а на божественные это качества кто будет тянуть? За шкирку тянут учителя своих учеников, и иногда они это не показывают, но они дают все инструменты. Следующее, значит, низшее проявление – жадность. Жадность бывает не только физическая, а бывает, ну, жадность, опять же, палитра этого низшего качества, она
бесконечно. Другое ее качество на человеческом уровне – это благотворительность, да, поэтому многие люди получают пунью или хорошие заслуги в следующей жизни, когда они свое богатство отдают, вот есть понятие как десятина, например, на благотворительность. Во всех священных писаниях описано «отдай, чтобы получить». Так жадность человеку, ох, как непросто самому тоже с этим справиться. Если нет хороших, интересных там впечатлений, ума, где-то записано, что надо делиться. Учитель тебе объяснит, гуру, да, и куда можно благотворительность, как ее проявить. И дальше следующее не привязки, жадность, благотворительность и не привязки потом к этому богатству, которое у тебя есть. Но это очень сложно человеку. Дальше, гордыня, антидот, то есть два противоположных качества. Низшее проявление ложного я, ложного эго – это гордыня. Да. А мы ее благодаря знаниям переводим в сострадание, а потом в смирение. И о стопах гуру, о стопах мастера. В стопах у человека находятся все его слабости, там лень. Поэтому у людей физические стопы пахнут не благовониями, скажем так. А стопы учителя, там его сила. И он помогает, чтобы у человека из лени было качество служения, чтобы так же, как у него, стопы святого, в Индии считаются, что это самая большая сила, там скоплено, все качества, которые были описаны, они все находятся в стопах гуру. Поэтому в Индии мы видим, и наш учитель иногда поднимает стопу и стопой лечит своих учеников. Поэтому от лени к служению и к силе божественной это тоже заслуга учителя. Вот это алхимия духовная. И Спасибо, родная. Спасибо, родная. Здесь я знаю, что то, что я сейчас скажу, это концепция, она очень, очень обширна. Все же скажу, та высшая цель, для которой приходит гуру, и то, чего человек самостоятельно достичь не способен. Это невозможно за каким-то, может быть, архиредким исключением каких-то ситуаций. Дело в том, что даже аватары, сам Бог, приходя в человеческом теле, как Бог Рама, Бог Кришна, они имели учителей. Иисус имел учителя и инициации, Будда имел учителей и инициацию. То есть, если они уже само божественное существо, да, само божественная суть, когда, придя в человеческое тело, берет прибежище, инициацию и мудрость учителя, это не потому, что они глупенькие, а потому что, во-первых, и прежде всего они показывают нам пример, что без учителя, без благословения и посвящения от учителя, посвящения в знания, посвящение в мантру и посвящение, в принципе, невозможно получить той высшей цели, которая ведет нас мастер, и она называется богореализация. Это то, в чем мастер, истинный мастер, пребывает. Мастеров богореализованных на земле сейчас, вот, я думаю, максимум, вот, примерно 3-5, я не знаю, говорят 3, говорят 2, я не знаю, но я знаю точно... Да, Гуруджи как-то говорил, что 5, но те, кто служит на внешнем плане, а есть еще так называемый сиддхашрам, те аватары, которые не появляются, даже близко не могут миряне к ним подойти. Я позавчера увидела фотографии Адвахута. Адвахут, расскажи, кто такой? Это гуру, которые, они здесь, но они не абсолютно времени не подвластны. Я увидела несколько дней назад на фотографиях, где гуру такого местечка в Гималаях, Бадринат, Кедранат, который служит Шиве, и как он лежит ничком перед своим гуру, который на снегу, какая там температура в Гималаях, да, и был фильм когда-то, индийские йоги, там что там о них, да, они есть. И этот
гуру, этот мудрец лежит ничком перед своим гуру, которому 102 года, похож немного, только у него коричневое тело, треугольничек у него внизу, он абсолютно голый, на снегу стоит, и Адвахут — это тот, который не принадлежит тоже никакой карме, они могут принимать форму человека, могут уходить, и эти аватары есть, но аватар на санскрите — это божественное снизошло в тело. Это не то, что мы видим глазами. Они есть, но ищите, ищите помощи, ищите прибежища там, где есть эта возможность увидеть, услышать, слышать голос, получать благословление. Значит, у нас совсем немного времени осталось. Ты Да, я затронула сейчас... тему очень важную. Да И скажи, мы а потом закончим, и я открою комментарии, и мы уже ответим, минут 10 ответим на вопросы. Потом мы хочу просто закончить мысль, что для чего приходит гуру, что является высшей целью и его высшей задачей. Он приходит для того, чтобы учеников своих привести к тому, чем стал он. Приходя на землю, он знает, кто он такой. Мастер настоящий. Это не тот, который учился, и молодец, такой научился. А тот, который придя, уже знал. Как наш мастер. Он же с детства знал, кто он. Он с 4-5 лет уже встречал своего гуру Бабаджи. Уже у него были определенные опыты, определенные инициации. И он знал, кто он. Он знал, для чего он пришел с детства. Также и с другими мастерами, если они здесь есть на земле. Так вот, говорит Гурудев так: между мной и вами нет никакой разницы, кроме того, что вы забыли о том, кто вы, а я знаю, я помню. И моя задача пробудить в вас это, помочь вам открыть сердца, помочь вам вспомнить свою божественную суть, прийти к Бога-реализации. Вот то, чем я хочу завершить эту мысль, миссию гуру, для чего он приходит. Наш конкретно говорит: я пришел, чтобы вы открыли ваши сердца любви, для прем. Поэтому мы его называем према-аватар, аватар любви. Потому что в санскрите есть два понимания любви. Есть пьяр, любовь чувственная, земная, такая плотная, как мы с вами понимаем. Она временная, она не вечная. Сегодня люблю, завтра он меня предал, я уже не люблю. А есть... Да, она человеческая, это пьяр. А есть прем. Прем — это любовь космического, божественного, высшего и вечного порядка. Она имеет 3 главных качества. Она выше всего, она никогда не завершается, и она всегда растет. И она всегда... Только растет. Да, да. И вот это, когда вы чувствуете такую любовь, которая не зависит ни от чего, она называется безусловная любовь, тогда, да, знаете, что, опа, я либо пришел, либо близок к Бога реализации. Мы учимся, мы видим такой пример перед собой, это колоссальное везение, это высшая награда в жизни встретить такого гуру. Если тебе есть чем завершить, родная, кратко, я открою комментарии. Да, значит, один момент очень важный, который мудрецы делились с нами. Много лет назад я нашла эту книжку, она не на русском языке, так называемая йога Шактипата. Я не знаю, наверное, перевернутые буквы. Йога Шактипата. Да, то есть, когда мы запрашиваем в молитвах гуру, который нас ведет на невидимом плане, и я делилась об этом тоже сколько раз, 27 лет назад я в медитациях, и я думала, что мне ангелы дают, я не знала, кто мне дает, мне ту медитацию для Земли, которую делают теперь по всему миру, после практики ом-чантинг, которую проводишь ты, провожу я, и 2/3 Земли получают эти подарки, эти сокровища от учителей. Мы проводим медитацию для Земли, я ее делала, но я думала, что мне кто-то там, ангелы мои, дают. На самом деле, йога Шактипата, то есть эта книга написана, я ее нашла на французском языке много лет назад, это йога-связь, связь с памятью души, которая получала инициации. Шактипат — это ось
это основа того, это активация, что все практики, которые человек получает, он получает только при активации всех кундалини. И это духовная энергия, которая есть, но только тогда, когда он получает посвящение в практике. И шактипат – это соединение силы всех святых, линии святых, которые эти знания, эту благость дают, передают через посвящение. Есть также название дикша – найти учителя и получить дикшу в памяти нашей клеточной, в памяти нашей энергетической души остается, что необходимо искать учителя и получать от него дикша – это благословление, духовное крещение, скажем так. И так человека, гуру начинает убирать наше невежество, ложного я, и эта радость начинает внутри расти все больше, больше, больше и больше. Вот почему нас, когда спрашивают, как бы все плохо вокруг, а у нас столько счастья. Ну, потому что у нас это духовное счастье растет, эта любовь растет, и пределов ему нет. Но йога Шактипата – это соединение через получение с милостью всех святых, всех гуру, когда вы получаете инициацию в атма-крия йогу. Мы говорим о наших практиках, которые мы преподаем. Наверное, последний момент. Я хочу сказать, что я даю благословение с разрешения нашего учителя также онлайн теперь обучение атма-крии в эти выходные. Но потом шактипат нужно, чтобы человек географически поехал и к атма-крии преподавателю приехал и получил его. Поэтому, Я если об этом, кому-то нужно... да, родная, давай я напишу об этом в тексте под этим постом, под этим нашим видео, что ты в эти выходные, 21-22, соответственно, будешь онлайн давать атма-крию. Также я знаю, что в эти выходные офлайн атма-крию будет давать Наташа, наша сестра духовная, это Наташа Савич Манорама. Да, там Полиночка ей помогает организовать. Это офлайн, это в Москве можно живем пойти. И я буду давать в сентябре, может быть, 13-14, я уж не помню, какие-то выходные сентября. Раньше сентября у меня не получится. Ом-чантинг я проведу в эту субботу, послезавтра. Тоже, если... Ом-чантинг является частью атма-крии йоги, но она для всех абсолютно, можете прийти. Про сентябрь 11-12, скорее всего, буду анонсировать. То есть это про атма-крия-йогу, кто хочет вот инструмент этот получить, в котором заложена сила благословения и инициации от линий великих учителей и мастеров. Это потрясающе то, что ты сказала, потому что вот я сегодня подарила одной девочке книгу посвящения, да, Элизабет Хейдж. Насколько посвящение активизирует то, что дремлет в нашей духовной, да, клеточной нашей структуре памяти за все наши воплощения. Сколько у нас их было за все воплощения, не счесть. И когда мы встречаем мастера, оно начинает пробуждаться и включаться заново. Это просто потрясающе, как это работает. Это как кнопочки такие пиу-пиу-пиу. Все, на этом мы завершаем. Я переключаю в комментарии. Да, дорогие, пожалуйста, кратко по делу задайте вопросы. Я думаю, что несколько вопросов максимум мы успеем осветить. Сделаем это кратко, потому что я очень хочу провести хотя бы 5-минутную, но очень важную сладкую медитацию на гуру, на учителя, на внутреннего учителя. Неважно, он есть у вас, вы его ищете или нет, но вы подозреваете и, может быть, согласны с тем, что он есть такой эфемерный, где-то нас как-то ведет. Так, как понять, что ты попал к своему учителю? Давай прям сердцем, кратко, только если... сердце Да? подскажет. Только сердце Отлично. подскажет. Это вот Да. тонких ощущений. Дальше вопрос. Ваш гуру может услышать мою молитву вне даршана, даже если я не являюсь его учеником? Да, может. Я позволю себе ответить. Да, может. Все возможно. На его фотографию это тоже соединение, да. Мысль — это энергия. Для энергии нет никаких пределов. Но лучше получать, конечно, даршан, чтобы он увидел ваши глаза.
Безусловно, даршан сильнее, вы можете просто закрыв глаза, сосредоточившись, настроившись и наладив вот эту связь, потому что когда вы в медитации или вот в молитве его призываете, это как телефонный звонок, он обязательно ответит. На другом конце он обязательно ответит. И просто вот в этой молитве представить его, либо есть фотография, обращайтесь. Дарья пишет, сегодня мне приснился ваш мастер, что это может значить? Никогда случайно мастер не снится, я не знаю, что было в этом сне, эта информация и этот месседж только для вас, так что распаковывайте, пусть у вас все Включайте получится. ваши радары, что там, какое это послание, ничего просто так не бывает. Если непонятно, если вот типа, ну, его приснится, ничего не понятно, сядь, Даша, и в той же медитации или молитве спроси, зачем ты мне приснился, что ты мне хочешь передать, пожалуйста, дай мне об этом знать, дай ответ, чтобы я его поняла. И ответ обязательно Да. будет. Был вопрос, как зовут вашего учителя, потому что приходят люди со всей страны и из других стран, тоже русскоговорящие, поэтому произнести имя нашего учителя, который нас ведет. Парамахамса Шри Свами Вишвананда. Если кратко, Парамахамса Вишвананда. Значение имени Парамахамса, вернее, титула Парамахамса, Анджани уже рассказывала, это тот, который свободен от кармы, от эго. Это тот, который обладает даром развлечения, вивека. Это тот, который... Ну, да, прежде всего, это вивека. И это титул не тот, который он сам себе присвоил, а согласно его качествам, этот титул ему дали великие мудрецы такого же порядка. Вишвананда... Тоже есть гуру. Мы говорили, что у всех мудрецов есть гуру. Его гуру ему и дает его титул. Да. Имя Вишвананда, Вишва значит высший, Ананда блаженство, высшее блаженство. Вот, Парамахамса Вишвананда. Дальше. Как направить молитву, чтобы он услышал? Сердцем, просто, как ребенок. Не нужно никаких... Да. Спрашивают, где вы будете проводить акт, видимо, про Атмакрию идет речь, офлайн. Дорогие, я напишу, все, чтобы здесь мы, все равно вы не запомните, я напишу в тексте под этим эфиром, окей? Куда записаться можно завтра? Да, последний день записи завтра и сегодня. Алена пишет, попадала на даршан, и мастера я прям почувствовала его взгляд, были такие вибрации по телу. Ну да. Так, когда Атмакрия офлайн 21-22 в эти выходные у Анджани Ма. Да, она все расскажет. Ты напишешь Карине потом, будут люди Да, записываться. конечно. Где увидеть информацию о даршане? Информацию о даршане. Я в этом посте тоже приложу. Я приложу здесь в этом посте в тексте аккаунт, да, укажу аккаунт vishwananda.ru, где в шапке профиля есть у них в топ-линке, это все тоже опишу, есть в топ-линке информация, как записаться на даршан, особенно если вы никогда этого не делали или не больше 3 раз, там вам помогут, направят, все расскажут. Хороший вопрос, Сатиша. Если мой Юпитер в падении, мне не встретить моего учителя, надежда уходит самый последний. Как поднимать упая-йога? Поднять учителя, петь имена Бога. Поднять, я извиняюсь, Юпитер. Пойте имена Бога. Практически во всех огромном количестве городов России идите на ом-чантинг. Это и меняйте свое питание на более благостное. Медитируйте, поставьте дома учителей, святых, меняйте, что у вас внутри, как вы ищете его, соединяйтесь, просите, поэтому петь надо имена Бога, все очень может даже что получиться. Спасибо, родная. И еще я лично так делала, это поможет помочь по четвергам поститься.
Вы можете поститься на воде и фруктах или что-то, что для вас выполнимо, и каждый четверг поститься и посвящать эту аскезу тому, чтобы усилить Юпитер. Так, дальше вопрос, ну, так. Омчантинг в субботу онлайн пройдет. Да, дорогие, омчантинг будет и онлайн, и офлайн. Я, опять же, в тексте под этим видео все опишу. Также вопрос, можно ли получить консультацию у Анджани. Да, по ведической нумерологии можно получить онлайн от Макрия йогу, можно получить это все. Я тоже напишу, как это сделать. Несколько раз этот вопрос встретился. Почему четверг для аскезы? Потому что в астропсихологии Юпитер, его благоприятный день – это четверг. Сегодня четверг, сегодня день гуру, день планеты Юпитер. Каждый день он связан с определенной планетой. Поэтому сегодня день сильного гуру и благоприятный день для поднятия этой силы гуру внутри себя. Именно сегодня. И аскеза в этот день, посвященная поиску души учителя, что душа его ищет, может принести свои плоды. Так называемая упая-йога. Меры коррекции судьбы. Да. Родная, тут несколько вопросов я хочу объединить. Так, вопрос про учителя. Я бы хотела встретить учителя. Где, как? Это уже много раз встречался вопрос. Смотрите, прежде всего, это учитель сам решает, когда, где и как вы его встретите. Все определяет ваша готовность. Если по судьбе, по тому же гороскопу, по всему пришло время, учитель сделает так, чтобы вы встретились. Но тут есть также вопрос. Я бы очень хотела встретить учителя, но у меня по долгу службы нет возможности выезжать за границу. Как быть? Дело в том, что у нашего гуру, как вообще у всех мастеров, учителей и так далее, личная физическая встреча не всегда обязательна. И не всегда это происходит. У нашего учителя есть такие ученики, о которых он говорит, что это лучшие из моих учеников, с которым либо единожды была встреча, либо вообще не было этой встречи. Он приходит к ним во снах, отвечает на их вопросы, направляет их, обучает этой мудрости, либо в медитации с ними общается. То есть не всегда возможно и даже не всегда нужна эта живая физическая встреча. Все определяет и ситуация, и высота, чистота сознания того или иного ученика. Поэтому здесь возможно все, и просто ждите, верьте, ждите, молитесь, и обязательно никто не оставлен, как говорилось вот в этом сообщении, никто здесь на земле не оставлен без учителя. Сильный Здорово. Юпитер – это сила веры и оптимизма. Да, видите, какие замечательные качества. Был вопрос, меня мой гуру предал или предала, я не поняла. Значит, гуру не предает человека. Когда истинный гуру, он ведет его из жизни в жизнь, садгуру. Если ложный, мы не можем судить о ком-либо, не зная всего. Поэтому человек может предать сам себя, когда уходит со своей духовной стези от гуру. В этот момент ложное эго, ложное я, ложные идеи начинают так превалировать, что он боится, что ведь гуру уберет у него, отрежет у него самую чувствительную часть, ложное эго. Люди сами, когда уходят от своего гуру, они предают не гуру, а предают сами себя. Потому что в этот момент ложное эго опять положило на лопатки человека, но он-то уверен, что он прав. Позиция жертвы, кстати. Поэтому истинный гуру, он может давать испытания в теории, потом в практике, потом тесты. Поэтому рядом с ним, наш Гурудев говорит, со мной рядом, ох, как непросто находиться. Испытания были, будут и всегда, но когда внутри сильный учитель, внутренний гуру, проходишь их с большим оптимизмом. Такой вопрос, очень интересный вопрос от той же девушки Алины. Можно ли получить даршан во время медитации, вне зависимости от специальных дней даршана, просто представив его? Я позволю себе предположить и ответить вам, что на то даршан — это воля учителя. Это тогда, когда он захотел и дал. Это
не просто вам девочка по вызову, извините за такое грубейшее сравнение. Вы не можете, то есть это не по щелчку пальцев, мастер не обязан вам прибегать и давать даршан. Но если ваша сила, вера, чистота, молитвы, тоска по нему такие, что он может прийти к вам в медитации, даже он может физически проявиться в вашем пространстве и дать вам даршан. Во сне он может прийти и дать вам даршан. Если даршан произошел, вы обязательно это почувствуете. Вот такой ответ. Как избавиться от эгоизма во благо семьи? Ну, это такой ответ не на 1 минуту. Начинайте работать над собой. Да? Есть ли гуру, нет ли гуру? Очень много в России прекрасных спикеров, Айчарья, доктор Турсунов, сколько всего дает, ведические знания, Хакимов, это не наша традиция, но какая разница, сколько мудрых людей, сколько дают знаний, ищите, меняйте себя. Эгоизм за один день не уходит, это и есть жизнь выдана, чтобы мы освободились от эго. Жизнь выдана для преображения. День сегодня какой? Преображение. Сегодня день гуру и сегодня день преображения. Яблочный спас. Такой вопрос. Девушка спрашивает, а садх гуру является ли гуру? Как вы чувствуете? Здесь происходит такая, путаница, которая лично меня вот несколько фрустрирует. Дело в том, что вот этот бородатый дядечка, которого зовут Джаги Васудев, выступающий на Ютубе и даже в Россию приезжал, довольно успешный, такой весь медийный, распиаренный и так далее. И его знают под именем Садхгуру, да? Это Садхгуру, Садхгуру, это, собственно, это суть одно. Может быть, написание тут Садхгуру имелось как Садхугуру. Я позволю себе предположить, что это некий маркетинговый ход всех тех замечательных специалистов, которые работают над его имиджем, и они дали ему такой никнейм, да, или там псевдоним Садгуру. Дело в том, что Садгуру это название, это так же, как любимый мой, да, это так же, как я мужу скажу любовь моя. Это он для меня, это любовь моя. Мой Садгуру — это для меня Садгуру. Я называю моего гуру Садгуру. Но когда у человека некое сценическое имя Садгуру, это вводит в заблуждение, и все думают, что это ему принадлежащее имя Садгуру. Садгуру — это титул, его имя Джаги Васудев. И, пожалуйста, не путайте. Посмотрите в том же интернете, в том же гугле, кто он, как его зовут, что я чувствую по поводу него, гуру, он не гуру, это не важно. У меня есть гуру, и я не по отношению к кому-либо ничего больше не чувствую. Наверное, он гуру, я не знаю. Одно то, что он дает мудрые знания, нужные людям, люди его слышат, ему благодарны. Одно этого достаточно, чтобы я была проникнута к нему уважением, потому что он есть учитель, это точно, он гуру, но садгуру для меня нет, садгуру для Анджани нет, для вас Бог знает. Но дело в том, что есть большая разница. Аватар, когда приходит аватар, богореализованный мастер, опять же, мы говорили сегодня очень много, не нужно думать, что это простой человек. Тот Садгуру, Джаги Васудев, великий ему как бы все уважение, я вообще всех гуру истинных обожаю, но мы четко видим эту разницу, когда есть богореализованный мастер, Парамахамса, свободный от кармы, он может дать то, что он несет. Он дает свободу от кармы, освобождает, помогает нам очищаться от ложного «я». А Садгуру, тот, который... То есть тут никакого ни в коем случае суждения нашего. Да, он гуру, который несет знания.
на интеллектуальном уровне, у него есть знания по какие-то и практики, которые подходят тем людям, которые не просто так попадают к нему. Вообще ничего случайно не происходит. Но мы не имеем права куда-то глубже заходить. Уважение, он делает свою работу. Да, Но это да. не богатированный мастер. Дело в том, что прежде всего то качество, которое мы должны в себе культивировать, как люди, называющие себя духовными, хотя бы так скажем, да, мы стремимся в эту сторону, уважать, еще раз уважать, никогда не оскорблять, никогда не сплетничать и так далее, или что-то такое. Ну вот, это этика прежде всего. И эту этику, когда наш учитель, сколько людей позволяет себе оскорблять его и по-разному о нем выражаться, но никогда за эти годы ни один из нас не слышал, чтобы он кого-нибудь как-нибудь оскорблял, плохо о ком-нибудь нелицеприятно или как-то отзывался. Даже те, которые псевдо или лже, если только есть ситуация, когда человек конкретно вредит, здесь у него уже включается очень сильный такой, прям у него не забалуешь, он уже как отрубит, так отрубит. Наташа Савич наша присоединилась, пишет вот про Садгуру, что он не богореализованный, и богореализации он, соответственно, дать не может. Возможно, это так. Каждый приносит только то, что он несет в мир. И Садгуру, великий ему почет, уважение, он подготавливает людей для встречи, кто-то правильно написал, для встречи с Садгуру нужно иногда жизнь, да, какие-то воплощения. Проделывает Джагира Судайс, огромную делает работу. Для огромной это здорово. Кто-то написал здесь, что он... Прости, родная, что я перебиваю, просто немножко еще звук. Кто-то пишет, что он призывает вакцинироваться. Что, мол, вы об этом думаете? Без комментариев. Я своих детей и мои дети прекрасно жили без вакцин. Делать вакцины или не делать, или делать вакцины, потом можно проживать как каждое действие, последствия после каждого действия, ваш свободный выбор. Давайте не будем сегодня в День Гуру переходить на злободневность, мы говорим о вечном, которая, безусловно, нам помогает прожить все, что происходит вокруг. И, наверное, один из заключительных вопросов, очень он глубокий, когда уходит гуру, что происходит, появляется ли новый гуру, нужно ли переходить к другому гуру, имеется в виду, наверное, когда гуру уходит из тела. Здесь я расскажу такой очень... То, что происходило, такой опыт интересный, да, когда ушел из жизни Сати Саи Баба, которого наш Гурудев лично знал, они были в очень теплых дружеских отношениях, это было в начале 2000-х, по-моему, он ушел, довольно много его учеников перешло к нашему учителю, поскольку сердце, да, вот та же Марина Мизбах, там еще ряд учеников, что они говорят, да, и те, кто пришел к нашему Гурудеву, до этого имеющий другого гуру. Когда ты встречаешь истинного гуру, садгуру, все те, кто ему предшествовали, они тебя готовили к нему. И когда происходит эта встреча с садгуру, есть даже Сат Саиса Чарита, есть такая книга, которая написана о Ширди Саи Бабе. Там такой потрясающий эпизод, как пришел один мужчина, у которого был его гуру, которого он очень почитал, и он был категорически против того, чтобы идти к каким-то другим.
и он считал это каким-то предательством. Так или иначе, он попадает к Ширди Сай Бабе, потому что есть Сати Сай Баба, вот такой кучерявый, есть Ширди Сай Баба, святой аватар и воплощение Дата Трей. Да, вот это дядечка, дедушка, да. И вот интересный факт. Когда он попал на Даршан или на встречу к Сати Сай Бабе, а произошло это как бы случайно, он смотрел на Сати Сай Бабу и видел лицо своего гуру. Он протирал глаза, он не верил, он там бил себя по щекам. Что такое? Не может такого быть. А он каждый раз, смотря на Сати Сай Бабу, видел своего гуру. На что тогда Сати Сай Баба сказал: твоя преданность твоему гуру позволяет тебе увидеть его лик во мне. Я и твой гуру едины. Твой гуру во мне. И когда наш с тобой, наш Кристиану, когда пришел к нему, он был преданным Михер Бабы, и когда он тоже очень переживал, а вдруг я предаю своего гуру, да, вот признав и приняв прибежище у Парамахамсы Вишвананды, и он, переживая, задал этот вопрос: а как же так? На что Гурдев сказал: Михер Баба, или твой гуру и я есть одно. Потому что мастер, он единство. Да. Есть единое целое. Да. Да. Был такой вопрос, Сатишенька, что для того, чтобы медитировать, для медитации нужно ли иметь какую-то специальную религию? Мы говорим о том, что медитация и поиск наставника, учителя духовного вне религий, так же, как и медитация, это практика очищения ума. Она не имеет отношения ни привязки, ни к какой религии. Поэтому медитировать можно и нужно всем. Когда будет очищенный и успокоенный ум, только тогда можно услышать сердце. Да. Ну что, на этой радостной ноте мы завершим эфир. Спасибо тебе, Анджани, за твое время, мудрость. И так красиво на тебя сейчас падают лучи солнца. Это потрясающе. И я хочу провести маленькую медитацию. Для этого сейчас я выключу комментарии, чтобы они не отвлекали нас всех. Пожалуйста, сядьте удобно. Буквально на 5 минут. Это будет медитация на гуру. Раз мы все остались, мне кажется, в том составе, который заинтересован в этой теме, и так или иначе верят, чувствуют, знают, что гуру предназначен каждому человеку, каждой душе. И вот этой силе, этому образу, этому началу под названием гуру, высшего духовного наставника, который зримо или незримо нас ведет, на него будет медитация. Сядьте, пожалуйста, удобно, устойчиво. Закройте глаза. Почувствуйте, как вы седалищными костями, где вы сидите, неважно, стол или подушечка, вы отталкиваетесь, голова и макушка стремятся к небу, к потолку, ваш позвоночник прямой, плечи раскрыты, шея свободна, живот расслаблен. Делаем глубокий вдох носом и полный выдох, отпуская все лишнее, какое-либо напряжение. И мы переводим внимание в область третьего глаза. Это область межбровья. И какое-то время мы дышим, наблюдая за этой областью, своим вниманием находясь, чувствуя, какие же там ощущения. Представляем, что мы дышим через эту точку, делаем вдох отсюда и выдох отсюда же делаем. И таким образом мы помогаем активизировать, больше чувствовать аджна чакру. Это чакра, где хранится память обо всем божественном опыте, связи с божественным. И благодаря концентрации на этой чакре мы можем вспомнить
мы можем пробудить тот самый наш духовный третий глаз. И теперь мы здесь представляем стопы мастера. Помни слова, которые говорила Анджани до этого, что в стопах учителя, в стопах мастера хранится вся мудрость, вся сокровищница знаний, высших знаний мироздания, все святые места, все святые реки, все они у стоп мастера. Представляйте эти стопы в области третьего глаза. Возможно, кому-то непросто визуализировать, тем не менее, намерением пытайтесь либо визуализировать, либо почувствовать этот образ, эту энергию стоп мастера. Ведь именно касаясь стоп мастера, ведь именно поклонившись стопам мастера, человек может обрести смирение, знание, освобождение, богореализацию. Осознавайте это и продолжайте представлять стопы мастера в области третьего глаза. И затем медленно, как будто вы спускаете на лифте этот образ или энергию стоп мастера, опускайте в область сердечной чакры, это центр груди, и здесь всей любовью, на которую вы способны, вся преданность, вся чистота, которая есть в вашем сердце, все это предложите стопам мастера. Обнимите стопы мастера этой любовью, окутайте их. И мысленно скажите: «Я знаю, что ты всегда со мной. Я знаю и чувствую, что ты ведешь меня с начала времен и до самого конца. И в вечности, и в бесконечности ты со мной. Я благодарю тебя за то, что ты всегда со мной. Зримо или незримо, даже когда я об этом забываю, ты всегда со мной. Ты всегда держишь меня за руку, всегда направляешь, оберегаешь и подсказываешь. Если есть те, кто желают, жаждут встречи с мастером, своими словами, как чувствуете, просите его об этой встрече. Умоляйте, просите, выражайте свою готовность, свою любовь, свою тоску. И будьте уверены, что ваша молитва будет услышана. Делая глубокий вдох, мы завершаем, кладем правую ладонь на центр груди поверх левую ладонь. Мы как бы запечатлеваем, запечатываем опыт этой медитации в своем сердце. И знайте, что в любой момент, когда вы захотите, вы можете вернуться к этой медитации. И можно сложить руки в жест намасте и спеть мантру со мной, кто знает
Loka samasta Sukhino bhavantu. Loka samasta Sukhino bhavantu. Loka samasta Sukhino bhavantu. Om Shanti, Shanti, Shanti. Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om. Ну все, на этой сладкой Благодарю тебя за ноте. дивную медитацию. Сегодня, в день преображения в христианской традиции, в день Да. Спасителя, который приходит, в день четверг, который помогает нам осознать в себе нашего внутреннего мудреца. Конечно, мы поделились тем, что мы проживаем, и знаниями, которые нам дал мудрец. Это не наши знания, а знания, нисходящие всех мудрецов. И путь паломничества, поднятия внутреннего гуру всегда находится в сердце у человека. 40 сантиметров от успокоенного ума. Это и есть самое высокое и самое глубокое паломничество. Спасибо, спасибо всем учителям, всем гуру, всем святым, которые показывают своей жизнью пример. Раз они смогли, значит, они верят в нас, что и мы сможем пройти этот путь и найти этот самый высокий, сложный путь, непростой, но найти цель пребывания нашей души в этом земном мире, богореализацию, спасение и преображение нашей души. Благодарю всех. Джай Гурудев. Слава вашему внутреннему. Джай Гурудев, родная. Да, эта фраза Джай Гурудев значит слава внутреннему божественному гуру. Вот и все. Эфир я сохраню. Везде я все напишу в тексте под этим эфиром и про консультации Анджани, и про Атмакрию, Ом Чантинг и так далее. Спасибо за ваше внимание, за вашу включенность. Благодарю. Да. Родная, спасибо тебе. Доброго вечера, любимая. Мы с тобой позже созвонимся. Пока. Доброго вечера. Джай Гурудев. Родная. Джай Гурудев всем, кто был сегодня. Пусть процветает, растет, преображается ваш внутренний гуру. Да будет так. Спасибо вам всем, кто был сегодня.